Приветствую тебя, дорогуша. Как гласит великая житейская мудрость, не спорят о трех вещах. О политике, религии и о вкусах. Но сегодня мы, собрав яйца в кулак, как свои, так и соседа, рискуя быть закиданными тухлыми помидорами, ступаем на извилистую тропу в попытках пощупать одну из самых горячих и конфликтных тем для обсуждения. О вайфушках и причинах такой сильной любви к ним. Если ты из числа совсем зеленых анимешников и только вливаешься в культуру, то мотай на свои девственные усики. Вайфу – это такие аниме-персонажи, с которых фанатеют толпы фанатов, неистово испуская слюну, нервно потирая ладошки, желая заиметь фигурку с любимой героиней. Происходит термин от английского wife, то бишь жена, и значит примерно то же самое. Желание толп или твое личное заиметь сию прекрасную 2D-красотулю в качестве собственной любимой женушки. Родным на радость, хейтерам на зависть. Некоторые из них дефолтные милашки, другие сами за тебя в любую драку впрягутся и сделают все по красоте. А третьи просто самородки из другого мира или очаровательным образом объявили, что не дружат со здравым смыслом. Короче говоря, вайфу – это та самая, одна единственная и неповторимая героиня лично для тебя, и плевать, что пацаны не поймут. Ну а в этом видео рассмотрим топ из 10 самых уникальных вайфушек с поправкой на чисто субъективный вкус. Надеюсь, тебе понравится сей выбор, и ты поделишься своим мнением в комментариях. Ну а ты на канале Кудасай. Топ 10 уникальных вайфу. Поехали! Открывает сей чарт очаровательная мечница с глазами мертвой рыбки из клинка рассекающего демонов Шинобу Кочо. Будучи одной из старших демонических убийц, она, тем не менее, выглядит нежной и милой девочкой, аки бабочка на майской лужайке. Но не ведись на все это. При всем своем внешнем обаянии она невероятный воин и не чурается травить ядом своих врагов. А при выполнении миссий не стесняется быть настоящей садисткой. Однако, если тебе посчастливится оказаться с ней сдружиться, она будет заботиться о тебе и защищать от всякой опасности. А если нет, то лучше соглашайся садиться пить с ней чай. Далее на очереди бойкая и отважная девчушка, которая не боится ни жизнью своей рисковать, ни по мордам получить, ни жить в трущобах. Главное не показывать ей мужские соски, у нее к такому зрелищу психика неокрепшая и мозг автоматически цензурит эти розовые звоночки. Рюка Матой, главная героиня аниме «Убей или умри». С помощью своего верного компаньона Синкетсу в виде школьной формы, которая в боевом режиме пикантно укорачивается до откровенного наряда, она, чертя голову, бросается в бой, а уж потом думает о последствиях. Ее настойчивость достойна похвалы. Рюка может быть повержена дюжину раз и все равно найти способ подняться на ноги. Выскочит ради тебя 1 на 1 с любым типом с района и бровью не поведет. А за пацанской натурой дебоширки и хулиганки будет скрываться хрупкая девочка с приличными формами и высокими моральными качествами. Одно слово – сказка. Следующий в этом хит-параде принцесс идет одна из ключевых фигур революции против святой Британской империи в аниме Код Гиас. Калин Статфилд не просто рыжеволосая красавица с парой больших красивых зеленых глаз, но и первоклассный пилот робота-рыцаря Nightmare Frame. Независимо от того, насколько ничтожны ее шансы в битве с врагом, она никогда не колеблется проявить все свое мастерство и стремление к победе. Революционеры, они вообще ребята непреклонные и бескомпромиссные, поэтому никаких полумер. Уверенно подошел, взял за руку и властно прошептал «Make Japan Great Again». Далее идет Йор Форджер, милая, хрупкая и немного неуклюжая женушка шпиона Ллойда Форджера из семьи шпиона. Красивая и робкая, она умудряется идеально балансировать между ролью примерной домохозяйки и смертоносного наемного киллера. Работая на правительство Весталии и выполняя различные заказы по ликвидации политических преступников, она также очень сильна физически и может одолеть любого противника голыми руками или как Джеки, мать его, Чан, с помощью всего, что попадается под руку. Но не волнуйтесь, она не убьет тебя без причины, разве что ты не помоешь руки перед едой. Плавно переходим к Катарине Клайс, главная героиня из моей реинкарнации в отрицательную героиню. Дочь дворянина, которая умудрилась вспомнить свою прошлую задротскую жизнь, поняв, что оказалась в мире своей любимой атомы игры, где она играет роль злодейки, обреченной на несчастливый конец. Она, дабы избежать судьбы злодейки, начинает ломать систему и заводит друзей среди потенциальных партнеров главной героини игры. Катарина – очаровательный пример искренней доброй девушки, наделенной альтруизмом, невинным и дружелюбным характером.
но тупая. Мияко Шикимори, которая не сайт. Главная героиня аниме, моя девушка, не только милая. Будучи подружкой главного героя, который считает ее самой милой девушкой в мире, она не показывает того, что за невинной улыбкой скрывается целый спектр эмоций. От страсти и ревности до злости и стыда. Шикимори очень искренняя и честная вайфушка, которая не боится показывать свое настоящее лицо и опекать со всей теплотой и нежностью. Даже если ты натуральный тюбик и просто магнит для несчастий. Не обойдется и пункта для истинных гурманов. Джалин Куджа, дочь легендарного Джотаро Куджа, которой посвятили персональный сериал под названием «Каменный океан». Отважная и упрямая девушка, оказавшаяся в тюрьме за преступление, которого не совершала. Там она обрела друзей и союзников, с которыми пытается вырваться из тюрьмы и спасти своего отца от зловещего стенда. Настоящая сорвиголова и просто девчуля повышенной четкости. Никаких жеманных фальшивых стесняшек. Только жесткий, как прошлогодний батон хлеба, пафос и выточенное, ловкое и сильное, как у дикой пантеры, тело. Май Сакурадзима, она же ключевая героиня аниме, этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки. Талантливая и великолепная актриса, модель, спортсменка, комсомолка, которая хочет сбежать от славы и жить обычной жизнью. Ее синдром восьмиклассника дает ей анонимность, о которой она всегда грезила, но он же постепенно стирает сам факт ее существования. Май может казаться холодной и нелюдимой, но она верна и защищает дорогих сердцу людей. Ну а еще она нон-стопом носит религиозные колготки, которые добавляют ей плюс 100 к привлекательности. Юроичи Сихоэн – женщина, которую достаточно один раз увидеть, чтобы запомнить на всю жизнь. Будучи одной из самых сильных и харизматичных персонажей Блича, она также бывший капитан второго отряда ГТИ-13 и командир спецподразделения. Настоящая женщина-кошка. По своему желанию она превращается в черную Неко. Видимо, самому себя вылизывать – это кайф. Игривая наставница Ичиго Куросаки и его друзей, она очень любит подшучивать над своими товарищами. Но если дело пахнет керосином, то равных ей в бою не сыскать. Завершает эту карусель небезызвестная Рэм. Одна из двойняшек горничных из аниме Re:Zero. Преданная и самоотверженная девушка, которая полностью посвятит свое сердце тебе одному, если ты не снимая носишь спортивный костюм и лишь раз спасешь ей жизнь. Останется верна тебе даже если ты любишь другую. Может использовать магию воды, чтобы залечить все твои бубоськи или чтобы нападать врагам. А также в ситуациях чрезвычайной опасности может пробудить свое рогатое наследие для бафа на прибавку силы и скорости. И все это только лишь для того, чтобы уберечь тебя от опасности. Не говоря уже о том, что хозяйка хоть куда. Одной рукой борща сварит, второй кровать застелит, сказку на ночь прочтет и в лобик поцелует. В общем, милый домашний ангел. Вот и подошел к концу наш топчик 10 вайфу. Разумеется, охватил он далеко не всех, и если тут нет именно твоей самой-самой, то обязательно напиши в комментариях, кого забыли. Для прекрасных дам в будущем также подгоним топчик горячих, как жерло вулкана, и сладких, как бабушкины пироги хазбендо. Не забудь подписаться на наш Дискорд, ведь там, возможно, обсуждают именно твою вайфу. С тобой был Кудасай, до новых встреч!